Энергетическая связь между человеком и собакой может быть настолько сильной, что она беспрецедентным импульсом подтолкнет его к неожиданным результатам. В историю, которую я собираюсь вам сегодня рассказать, трудно поверить, но, тем не менее, она реальна. На шоссе 89 в Лейтоне, штат Юта, США, произошла ужасная авария. Джанин Ховард ехала в машине с 4 детьми, когда невменяемый водитель со встречной полосы пересек разделительную полосу и лоб в лоб врезался в автомобиль. Только 13-летняя сестра Рейчел и ее 7-летний брат Калеб выжили в аварии. Положение мальчика было ужасным. Он получил множественные переломы и серьезную черепно-мозговую травму. В детской больнице Солт-Лейк-Сити он лежал в отделении интенсивной терапии, весь опутанный проводами. Лечащий врач предупредил его отца и бабушку, что даже если мальчик проснется, он уже никогда не будет прежним. Калеб действительно пришел в себя. Он ничего не помнил. Маленький мальчик был в ужасе от неожиданного и непонятного перехода от нормальной здоровой жизни к больничной палате. Он был в глубоком шоке и ждал свою мать. Его семья не могла сказать ему правду, и он лежал, безразличный ко всему, и выздоровление почти прекратилось. Безутешный отец мальчика, Бен, был готов на все, чтобы помочь своему сыну, а врачи не знали, что делать, чтобы улучшить состояние ребенка. Но через некоторое время врач Калеба задал его отцу неожиданный вопрос: «Ваш сын любит собак?» Отец был удивлен, но ответил, что да. Тогда врач предложил ему неожиданную идею, которая могла бы улучшить состояние мальчика. Бен внутренне отнесся к этому предложению скептически, но решил, что не упустит ни малейшего шанса улучшить самочувствие своего сына. Через некоторое время в комнату мальчика привели удивительного золотистого ретривера по кличке Полковник. Это была терапевтическая собака, специально обученная общению с больными людьми. Она пришла со своим руководителем Сьюзен Дейнс. Когда Полковник неуклюже протопал через комнату, мальчик впервые проявил признаки интереса к жизни. Он последовал за красивым рыжеволосым мужчиной, который пришел его навестить. Медсестра погладила собаку рукой Калеба и увидела, как у ребенка отвисла челюсть. Он пытался что-то сказать. Отец заметил это, и впервые у него появилась робкая надежда, что его сын вернется в прежнее состояние. Тогда врачи стали укладывать собаку рядом с Калебом и каждый день гладить его шерсть рукой. Постепенно начало происходить настоящее чудо. Сначала мальчик пошевелил пальцами и сумел разжать их, чтобы погладить своего пушистого друга. Затем он смог согнуть руку в локте. Он повернул шею, чтобы последовать за Полковником. Прошептал первые слова. Во время следующих процедур физиотерапевт начал бросать мяч Полковнику. Калеба усадили с поддержкой, чтобы он мог видеть игру. Через некоторое время они начали пытаться отдать мяч мальчику. И вот он смог бросить его сам. Прошел всего месяц, и мальчик начал не только говорить, но и ходить. Полковник стал для малыша якорем нормальной жизни в пугающей больничной обстановке. Вместо новых болезненных процедур мальчик просто играл с собакой в мяч и больше не чувствовал себя пациентом. Как и любому человеку, после серьезной травмы Калебу нужна была яркая мотивация для жизни, и он ее получил. До того, как Полковник пришел к мальчику, у него уже было несколько спасенных людей, которые вернулись к нормальной жизни. Терапевтическая собака обучена правильно реагировать на окружающую среду и людей разной натуры. Она способна наладить взаимодействие на энергетическом уровне, поэтому находит контакт с любым пациентом. Полковника дрессировала другая семья, в которой собака парализовала ребенка после того, как он поплыл на ногах. После этого они посвятили свою жизнь воспитанию собак, терапевтов из щенков. Некоторым людям идея канистротерапии кажется слишком простой. Но именно в этой простоте и заключается его главная сила. Общение с людьми может быть разным. Контакт с собакой, терапевтом — это всегда радость. Потому что такие животные просто счастливы иметь нового лучшего друга, и это, на подсознательном,
энергетическом уровне придает радость и импульс здоровью пациентов. Уникальная связь между золотистым ретривером и Калебом показала, какую целебную силу может иметь собака в жизни человека. Отец забрал ребенка из больницы, вылеченным не только физически, но и психологически. Они, конечно, заведут такую собаку у себя дома. Бескорыстная любовь к животным творит настоящие чудеса. Люди обязаны ценить и любить своих питомцев, которые дарят им много позитива и огромную радость от жизни.